Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня будет речь идти о комнатных цветах и о их питании. Для того, чтобы вот они вот так красиво цвели, вот этот только собирается зацветать, вот эти наши гипеаструмы, вот, разновидности, гипы, так их называют еще многие цветоводы. Так вот, для того, чтобы они такими были крупными, красивыми, а они у нас уже цветок имеют, сейчас вот раскрылся, уже 4 дня, вот смотрите какая, вот, 18 сантиметров, вот такие вот размах крыльев. Вот такие большие цветы. И для того, чтобы они хорошо цвели, и в это же время луковица набирала соков и не тратила энергию на вот эти большие цветы, для этого нужно обязательно сейчас такую подкормочку очень важную делать. А подкормочка вот состоит, смотрите, очень важные питательные вещества. Сейчас нужен магний и еще очень нужен фосфор-калий. Азот сейчас не даем ни в коем случае. Сейчас фосфор, калий, магний. Для этого у меня жидкие органические вот эти вещества. Для этого я беру 5 литров воды. У меня сейчас готовятся к цветению и рождественники, поэтому декабристы. Поэтому я использую сейчас вот этот раствор для всех цветов, которые собираются цвести. Значит, у меня вот этот колпачок уже смерено 25 миллилитров. Я набираю таких 2 колпачка. Почему так много? Это удобрение для того, чтобы подкармливать по листьям. У этих цветов нет листьев, но большая корневая система. И они очень-очень любят покушать. Поэтому вот этого фосфора, калия я 50 мл ставлю и столько же ставлю магния. Наливаю сюда в эту бутылку. Мне нравится, что эти удобрения у нас жидкие. И они быстро растворяются. Вот еще. Вот так. И получается, что корни сразу же получают уже в готовом виде вот это удобрение. Ну, естественно, очень удобно в этой бутылке хорошенько это все размешать. Вот. Вот так минутку достаточно взболтать. И фосфор, калий, магний будет в одинаковом количестве жидкости находиться в этом удобрении. Ну а теперь наливаю в кружку вот это удобрение. Вот так, не полную, чтобы оно не растеклось. И правило полива. Это луковичные, не только луковичные цветы. Нужно поливать по краюшку. Вот так вот. Не поливаем под саму луковицу. Не очень удобная чашка. Так. Вот так. И теперь под саму луковицу, видите, я не наливаю. Теперь поливаем вот это растение. И напоминаю, что у нас для поливов есть специальный календарь. Сегодня у нас знак Девы. И в знаке Девы мы поливаем и вместе с водичкой добавляем удобрение. Вот, еще с этой стороны немножечко осталось. Ну, естественно, полью и остальные цветы. Но особенно сейчас нужно вот это удобрение для наших цветущих и те, которые зацветают. И еще очень важно, для луковичных зимой у нас тепло. Для цветов созданы все условия. Тепло, сухо и все условия и света достаточно включаем вот такое освещение. Вот, на окошке сейчас и там мало света, и там прохладно, поэтому они находятся в теплом месте на веранде. И здесь есть возможность у них полностью работать корням. Здесь тепло, корешочки отдают все питательные вещества, переносят через вот эту трубку к цветам, и цветочки, вот таким образом сейчас идет интенсивное формирование уже цветов и набор вот этих красок. Вот смотрите, какие они замечательные, красивые. И, естественно, вот это время цветения растения будут отдавать все своим цветам, своему потомству. Но я пока
стараюсь, чтобы и цветам доставалось, и нам важно сохранять луковицу. Там и детки уже растут, для того, чтобы они тоже были крепкими и продолжали радовать нас в следующем году своим же прекрасным цветением. Ну вот сегодня тема была подкормок. Очень важно во время цветения, еще раз напоминаю, дать растениям фосфор, калий и магний. Сейчас важно очень питание для цветущих и готовящихся к цветению цветов в комнатах. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Надеемся, эта информация будет полезной для вас. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья вам и красивого цветения и здоровья вашим питомцам.